Борис Айрджан, приветствую всех наших друзей, всех, кто считает армян и Армению своими друзьями, ну и просто хорошим людям. Итак, тем сегодня много, и не обессудьте, я буду читать, как говорится, с колес и комментировать то, что сегодня происходит в мире. А происходит ровно то, что мы с вами говорили, прогнозировали, все это мы с вами видели. Ничего нового, все продолжается, а будет еще, к сожалению, хуже. Я начну главную новость с Зеленского, который уже предложил открыть Ормузский пролив. Но мало того, что все украинские телеграм-каналы, кроме нескольких, остальные все ощущение, что у них тема это Иран, где они так, украинские блогеры, там эти все ведущие. Но в основном хочу сказать, что это в основном евреи, блогеры и ведущие. У них две излюбленные темы больше всего, да. Это смерть Ирану, вот, обслуживание азербайджанской пропаганды. Но это понятно, что в силу своей специфики любви к деньгам это исключительно прикормка Сокара, азербайджанских спецслужб и так далее. Гордоны, Шмардоны, Арестовичи. Там, да, кстати, российский там тоже есть украинец, конченый сволочь, это Шевченко. Но придет время, мы с ним разберемся очень жестко. Значит, ну и прочая шваль. Вот у них тема, это смерть Израиля, какой великий Азербайджан, какая слабая Армения, как там Никол Пашинян наехал на Путина, но это маразматики. Там никто ни на кого не наехал, просто люди далеки от политики, они делают деньги. Например, там у них есть такой блогер, как Даша, как ее там зовут, не знаю. У нее заголовки «Конец Кремлю», там у Гордона тоже. Посмотрите, чтобы украинцы понимали, чем занимаются украинские блогеры. У них все заголовки «Конец Кремлю», Кремль разбомбили, Путин прячется в бункере, войска введены в город. Сейчас уже никто на это не поддается, и подписчики у них падают. Люди туда заходили, думали, что-то случилось, а там ничего, они просто затягивают, чтобы с Ютуба просто на украинской крови получать деньги. Ну и их задача, их поздравлять Азербайджан, поражение Армении. Это не украинцы, потому что это не христиане, да, говорят. Это люди, обслуживающие Израиль и Азербайджан. Что по сути одно и то же, и будем говорить, два таких одинаковых образования. Поэтому Зеленский сегодня заявил, что откроет Ормузский пролив. Значит, этот парень глубоко заблудился уже, да. Конечно, мы сочувствуем украинскому народу, это смерти детей, увечья, это большое количество убитых, разрушений и так далее. Но заявление Зеленского о том, что он откроет Ормузский пролив, он думает, что он с русскими воюет. Это вам не Москва, это вам не что-либо там другое, не Буркина-Фасо, это Иран. Если вы начнете... Ну, во-первых, я скажу сразу, мы, как армяне, будем на стороне Ирана, это однозначно, и придется нам помогать действовать против Зеленского, это тоже однозначно, на стороне Ирана. Притом такие возможности у нас есть, и мы запустим огромную диаспоральную сеть, и это будет очень плохо для Зеленского. К сожалению, Зеленский будет противопоставлять, он засовывает свой нос не в свой регион. Он подумал, что он что-то может. Кстати, хочу вам сказать, есть такая информация, пусть Зеленский назовет, сколько уже его офицеров погибло на Ближнем Востоке и как их оттуда сейчас вышвыривают. Они профукали удары по нескольким предприятиям на Ближнем Востоке, которые взяли под охрану. Профукали, и к ним сегодня большие претензии. И, кстати, туда были нанесены удары. И есть убитые и раненые среди военнослужащих, украинцев. К сожалению, Зеленский распетушил крылья и побежал на Ближний Восток делать бизнес, продавать свои дроны. И у него своих дронов не хватает. Он пошел туда продавать, делать бизнес туда. Мы уже не говорим, как они деньги отмывают на Фламинго.
На этих ракетах, кстати, ракеты это британские, да, как они, Р-5 или что-то там такое, я сейчас не помню, как они называются, покупают британские ракеты и красят их под видом фламинго, а деньги, которые выделены на фламинго, успешно разграблены за счет, опять же, крови украинцев. В России на этой войне стало беспрецедентное количество миллиардеров, уступили только нью-йоркцам, самое большое количество миллиардеров в Нью-Йорке оказалось. А в России на фоне общего обнищания народа, кризиса в стране, дефицита бюджета, нехватки всего, удорожания цен, разрушения большого количества энергетических систем, нефтеперерабатывающих заводов, количество миллиардеров растет. Ну, вот я говорю, что Ермак, что там Умаровы там и так далее, что там команда Зеленского, который Медичи там, которые все наворовали, украинцы должны погибать, а эта группа, оккупирующая Украину, должна зарабатывать. И то же самое в России произошло, количество миллиардеров выросло. И так у меня нет никакой такой позиции какой-то там, что против Украины. Нет, ничего против Украины нету. У меня есть позиция против украинской политики и политиков, которые пьют кровь своего собственного народа. И вот эти вот, которые туда говорят. Я хочу предупредить, чтобы украинцы обратили на это внимание. Если Зеленский противопоставит себя Украине, ваша кровь будет проливаться просто еще больше тоннами. И это приведет к окончательному поражению Украины. Это однозначно. Я сразу предупреждаю, чтобы украинцы понимали, о чем идет речь. Иран вступил в войну против семи богатейших армий, 5 стран Ближнего Востока и Израиль плюс Соединенные Штаты. И никто ничего с ним сделать не может и не сумеет сделать. Как бы там ни хотели, как бы там вы ни мечтали. Я знаю, почему украинцы так не любят Иран, потому что считают, что Иран стал продавать России оружие. Но я хочу сказать, перед продажей оружия и уже во время войны Иран много раз пытался наладить с Украиной отношения. Я хочу сказать, есть в Украине живые свидетели, которые это могут всегда подтвердить. Кстати, есть и на самом верху в Соединенных Штатах. И в Украине я могу тоже назвать людей, но не буду, без их согласия. Где предлагались переговоры и решать очень много вопросов. Но Ермак, Зеленский и вся его команда в интересах Израиля отказались от переговоров с иранцами. И украинская кровь стала проливаться еще больше. Так я просто сказал про то, чтобы украинцы задумались, кто ими правит и кто их грабит. Итак, дальше мы смотрим, что говорит Трамп. Мы сожгем иранские электросети. Мы уничтожим цивилизацию. Мы сделаем то. То он блокирует блокаду. Вот это мы с вами уже проходили, говорили. У этого человека утром одно, вечером другое. Возможно, они специально вносят сумятицу, путаницу в интересах военных, чтобы политики и военно-политическое руководство Ирана было дезориентировано. Но я хочу сказать, что военно-политическое руководство Ирана не будет дезориентировано по одной простой причине, потому что проще поверить змее или шакалу, чем поверить Трампу и его администрации. Поэтому Иран не верит, и никакие ловушки Иран в тем, что поверил, конечно, не попадет. Теперь Трамп говорит о том, что он открыл пролив для Китая, и Китай этому рад. Это я вот просто с колес читаю, да. Во-первых, Трамп ничего не открыл. Есть моменты, которые еще Трамп попадет в ловушку. Он сам блокировал своих союзников по НАТО. То есть, да, Иран блокировал, а Трамп блокировал еще то, что блокада была, еще блокаду заблокировал. Вот. Дальше он начинает говорить про премьер-министра Италии Мелони. О том, что она ведет себя негативно. Это не война итальянцев, это не война испанцев, немцев, французов и так далее. Но если мы вернемся, поскольку он назвал премьер-министра Италии, кстати, один из самых сегодня успешных премьер-министров Европейского Союза, самый эффективный, наверное, самый качественный. И будем говорить так, ну, извините, по-мужски скажу, с остальными мужскими яйцами. Это не война итальянцев. Италии умирать за Израиль смысла никакого нету, и тем более за
коалицию Эпштейна и шизофреника с височной деменцией Трампа нет никакого интереса, и Италия прекрасно понимает, что Иран – это цивилизация, у них очень много исторического. На самом деле в Европе не так много стран цивилизации, именно цивилизации древнего мира. Это Греция, конечно, безусловно, это Рим, это Италия, это Армения, которая имела границы с Римской империей. Это была в свое время Ассирия, которой сейчас, к сожалению, нету. Это Египет, да, так называемый. Потом уже позже все это остальные европейские страны стали появляться. Но есть историческая общность, и Италия не будет идти, Италия не должна отправлять своих военных умирать за Израиль. Смысла нету. Более того, я считаю, что Израиль перешел Рубикон и по своей сути уже переплюнул гитлеровскую Германию, убивая людей в Ливане, в Сирии. И смотрите, тут мы должны вернуться к одному моменту. После того, когда Россия развязала войну с Украиной, Россию исключили из всех международных организаций, Олимпийского международного комитета, разных других федераций, футбола, хоккея и так далее. Да, очень серьезных мировых соревнований, турниров. Из-за Кремля сегодня страдают российские спортсмены и вынуждены примыкать к различным странам мира. Люди, которые отдали всю свою жизнь спорту, и в том числе актеры, и музыканты, сегодня вынуждены в интересах кучки коррупционеров в России, которые решали свои бизнес-проекты, абсолютно стратегически неподкованные, безграмотные политики, а эти люди все должны страдать, включая свое собственное население. Вот. Поэтому я говорю, что с Ираном и Италией ничего не может быть, никакого конфликта, и правильно делает Мелони, что она защищает интересы своей страны, а не шизофреника президента Соединенных Штатов, по отношению которого уже на телевидении, на крупнейших СМИ Соединенных Штатов выступают политики, государственные общественные деятели и призывают все-таки признать его невменяемым и человека с психическими расстройствами. И у него вся команда такая. Итак, дальше. Министр финансов США грозит вторичными санкциями, то есть заблокировать и не дать возможность работать в зоне доллара всем странам, которые будут покупать. Да, кстати, я закончу эту мысль. Так вот, Израиль необходимо исключить с Федерации футбола, чтобы они не принимали участие ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы, Лига Европы, Лига чемпионов, ни в международных олимпийских играх и так далее. Израиль нужно в этом направлении блокировать за массовое убийство гражданского населения в Ливане и в Газе. Мы понимаем 7 октября, но я вам говорил, что я не верю, что израильские спецслужбы могли пропустить такое нападение, потому что весь мир знает, что как только за границей или там на границе с арабским миром 10 евреев собирается, там собирается целая армия охраны. А тут ничего не было, и никак не было, никого не было. Я уверен, что израильское правительство допустило совершение такого террористического акта, чтобы развязать себе руки, пожертв евреями. Пусть докажут обратно, что это не так. Поэтому я считаю, что Израиль нужно исключить из всех международных структур. И особенно спортивных, и музыкальных, и всего остального. Необходимо вразумить израильское правительство. К сожалению, еврейский народ будет страдать, но, видать, они этого тоже хотят. И они сейчас стали такими радикальными, что даже уже язык не поворачивается назвать радикальный ислам. Радикальнее сегодня израильского государства страны в мире не существует. Поэтому США пригрозили всем странам, которые будут покупать нефть России в Иране, применить вторичные санкции к этим странам. Я считаю, что необходимо прийти к Кремлю в сознание. Они находятся давно уже в бессознательном состоянии, наверное, больше 10 лет, последних особенно.
а сейчас хроническое заболевание усиляется, нужно прийти в сознание, договариваться с Украиной, договориться с Европейским Союзом и всем вместе создать антитарапустскую коалицию и вообще сделать все, чтобы он ушел. Все равно дом русских и украинцев – это не Соединенные Штаты, дом русских и украинцев – это индоевропейская раса. А поскольку в Украине украинцы не правят страной, можно сказать, почти как и в России, понятие христианства и цивилизационность отпадает на второй план. Да. И тут нужно понимать, что проблема возникает для всех христианских народов. Представьте, в центре Европы воюют два христианских государства, в котором такие как Эрдоган и другие помогают друг другу убивать. При том, что всем понятно, что Эрдоган поставляет оружие как и в Украину, так же и помогает и России в том числе. Поэтому русским надо приходить в сознание, именно русским, заканчивать войну с Украиной, объединяться с Европой, с христианским миром, а не строить с Гумилевщину Славяно-Тюркский союз. Славяно-Тюркский союз такая же идиотская утопия, как и союз с Соединенными Штатами. Но это выбор России, она пока идет по пути СССР-2. Не до создания СССР, а повторить судьбу Советского Союза, развалиться. А пока она идет вот так. И все ее просчеты и все остальное мы прекрасно видим. Дальше мы видим, что Медведев пригрозил Европейскому Союзу, Турции, что интересно, Турции и Израилю, что нанесет удары, что они являются законными военными целями и так далее и тому подобное. Что бы я хотел сказать? Российская политика в лице Медведева и других российских политиков, их генералов, там типа Картополовых и других там, обесценили свое слово политическое в мире. Они показали, что им нельзя доверять ядерное оружие, потому что они им грозят налево-направо. Сожжем Францию, сожжем Британию, сожжем Германию. Да никого никто не сожжет, маразм и бред. Но они обесценили свои угрозы. Например, заявляют, что ударим, ЕС, Турция, Израиль являются законными целями. И эта угроза останется просто так. Это означает, что российское политическое слово или российские угрозы обесцениваются. Пока лаять могут только на Армению. Угрожать газами, там, перекрытиями там, поставки минеральной воды Джермук, вина, пива там, и так далее, пугать нас газом. Я, например, честно скажу, мои дорогие, тут ничего антироссийского нет. Я с удовольствием был бы первый счастливый человек, если бы мы перестали получать газ с России. В том числе и бензин и все остальное. Объясню почему. Во-первых, газ в Иране 9 драм 1 кубометр. Он гораздо дешевле, чем в России для нас. Бензин, литр бензина в Иране, грубо говоря, примерно в этих же диапазонах. Да, грубо говоря, литр там 9 драм. 10 драм, литр. А сегодня мы в Армении платим 530 драм. Это даже не в 10 раз. В 50 раз. Так вот. Поэтому смысл нам покупать дорогой газ даже за 170. Смотрите, тут какая есть подмена. Понятие. Все мы слышали, когда и все идиоты в Армении эту вещь подхватили. Это реальные идиоты, политические идиоты, ангажированные идиоты, которые говорят, не знаю по какой причине Никол Пашинян промолчал, но, судя по всему, боится Кремля как огня. Путин говорит, что 1000 кубометров в Армении стоит 170 евро. Но умалчивает о том, что газ получает на территории Армении 100% дочка Армения Газпром. Это 100% дочка Газпрома. А если мы переведем деньги, сколько армянин, особенно в холодный период,
оплачивает за газ, и вот я вам говорю откровенно, у меня друзья есть, и знакомые и так далее, которые живут в Европе. Значит, есть родные люди. Значит, зимой армянин за газ в Армении платит больше, чем европейцы. Потому что Москва откровенно умалчивает, что Газпром Армения стопроцентная дочка Газпрома. Они дают туда за 170, здесь пошли навороты, развороты. И в итоге, я вам говорю, в месяц армянин платит за газ больше, чем в Европе. Поэтому, когда здесь тупорылые идиоты кричат, 170, да, как мы будем получать? Надо получать газ с Ирана. Поскольку Роберт Кочарян, Серж Саркисян и другие вообще не руководители страны, а сволочи, которые грабили нашу страну, так и не сделали все, чтобы мы получали газ с Ирана. Мы должны получать из Ирана. Мы должны построить нефтеперерабатывающий завод совместный из Ирана. И у нас вся себестоимость в стране резко упадет. И будут дешевые авиабилеты, и все остальное, и транспорт, и бензин, и газ, вообще все. Нефтехимия. И будут развиваться различные отрасли. Да, нужно идти по этому пути. Я, например, был бы рад, скажу вам откровенно, чтобы Россия перекрыла поставки всей армянской продукции на территорию России. Объясню почему. Не потому, что русские люди не ели, а наши бизнесмены не зарабатывали. Объясню. Наших туповатых бизнесменов надо уже научить, что география земного шара огромна. У нас товар качественный. Например, Арабские Эмираты без воды. Туда нужно огромное количество воды. Один мой товарищ из страны, где не так много воды, поставляет в арабские страны самолетами, даже не кораблями, самолетами. Забивает 40-тонный самолет, отправляет туда бутылочную воду. Различную, простую, газированную и так далее. В Африке огромное количество проблем с водой. Можем поставлять воду туда. Наши продукты питания, сыры, масла, там различные мясные изделия, овощи, фрукты и так далее. Несмотря на то, что в Европе это все есть, но наши, во-первых, и по цене конкурентоспособны, и по качеству. Например, в прибалтийских странах, когда вот один мой товарищ, актер известный, сейчас он там работает в театре Прибалтики, он отсюда туда везет всякие сухофрукты, он когда привозит туда, они обалдели. Другой мой товарищ из Израиля, он привез армянские сыры, всякие там сладости и так далее. Там просто все разобрали. Варенье всякие, фруктовые вина. Разобрали все. Друзья просто цапают. И это пользуется большим спросом. То же самое мои друзья в Италии говорили, что сыры прекрасные, надо просто сделать грамотную упаковку. Наши бизнесмены видят две дороги. Текстиль из Турции, жратву тащим в Россию. География огромная, ребята. И надо, чтобы... Это знаете, вот как говорят, что в России нефть и газ – это бич страны, которая убила развитие российского государства. Такой же бич и у нас. Чем быстрее у нас возникнут проблемы с поставками в различные страны, тем быстрее наш бизнес начнет строить альтернативные маршруты. И поверьте, наш товар может быть... Просто наш бизнес очень ленивый. Они привыкли потратить 2 километра туда, 1 километр сюда. Заработать то, что есть, с унижениями, чтобы вам каждый раз вы зависели от того, что скажет Путин, или от того, что скажет Никол, или они от того, что Путин с Николом друг другу скажут. И вы будете зависеть от них. Нужно расширять географию бизнеса. И мы это совершенно спокойно сумеем сделать. Совершенно спокойно. Бояться и паниковать этому вот абсолютно не нужно. Поэтому эти Самвелы Карапетяны, Роберт и Кочарян, вот эти два дегенерата, абсолютно туповатых в политике, абсолютно вообще ничего не знают. Это два раба преклоненных человека. Кричат, ой, если вдруг что, там наши бизнесы не смогут быть в России. И слава богу, пускай не будут. Это не потому, что мы против России. Нет. Нам нужно географию расширять. Наша продукция, продукты питания намного превосходят продукты питания в той же Российской Федерации. И качество всего, и пива, и вина, и все остальное. И даже водочных изделий.
Намного, мы на голову, наша продукция превосходит. В России, если вы возьмете просто сыр, любой произведенный в России, отдадите на экспертизу, вы там сыра не найдете. Там будет все, там Е12, Е412, 404, Е такой, Е сякой. Там Е будет. В наших сырах сыр есть. В нашем хлебе есть хлеб. Я вам говорю серьезно. Я знаю, как в России пекут хлеб, что туда бросают, что-нибудь. Вы через 2 дня этот хлеб есть не сможете. Если он у вас еще сутки постоит, вы можете с самолета бросать вместо атомной бомбы. Так вот, у нас продукты питания, овощи, фрукты, мясные изделия. Мы по качеству превосходим почти все СНГ. По качеству. У нас безупречный и рынок большой. Азербайджанцы выходят на рынок. Вот я видел в Австрии, мне показывали пучок такой маленький зелени. Вот. В большом супермаркете. Вот такой маленький пучок зелени. Тархун. Там, я не знаю, сколько там грамм. Там несколько веток. От 2,5 евро до 3 евро. За 3 евро ты в Азербайджане вот дерево купишь этого пучка. И также в Армении ты купишь вот такой пучок за 3 евро. Вот, килограмм купишь. А европейцы покупают несколько листьев. Но если Азербайджан туда везет, нам что мешает везти? Потому что наш бизнесмен ленивый. Как мне говорят иранцы, говорят, вот смотри, говорит, к нам приезжают азербайджанцы и турки, покупают наши фисташки, делают упаковку Made in Азербайджан, либо Made in Турции, везут в Европу, продают. И в ту же Россию. Люди географию расширяют. И я на Западе видел, и в Европе видел это, я все. Наши ленивые. Вот реально. Мы говорим, что мы предприимчивая нация, но как годами привыкли, голову засунули в 5-ю точку в Москву, туда везем, либо из Турции что-то какое-то говно везем. Вот все. Вместо того, чтобы расширять географию, расширять. И слава богу, если это все закроют. Не бойтесь, никого не слушайте. Ни Самвела Карапетяна с его тупой партией, ни Роберта Кочаряна, ни всех остальных идиотов, ангажированных дебилов. Я ничего не говорю ни против России, ни против кого. Я говорю в интересах Армении. Все. Это нужно понять. Тем более телеграм-канал КСИР распространил уже информацию об этом Хаймовиче, который прибыл туда. В Иране большой резонанс имел. Я говорю, что эти тупоголовые политики, ну как политики, это просто там коммерсы, сделали вот такой удар в спину Ирану и Армении, притащив вот этого генерала, который раздавал налево-право интервью, хвалился, как он поставил ПВО в Азербайджан, беспилотники, как помогал уничтожать армянское ПВО. Вот. Хотя при этом не называть, что какое количество хоропов и других стратегических беспилотников мы уничтожили, сколько Су-25 подбили, сколько вертолетов сбили. Молчат, никак не говорят, да и ПВО хреново сработало и так далее. Дальше. Говорят, Трамп заступник христианства. Я вам хочу напомнить, что такое Трамп. Трамп это человек, который в 2020 году дал отмашку на войну против Армении. И при Трампе в 2023 году было молчаливое согласие на депортацию армян из Арцаха. Вот такой подонок Трамп. И придет время, за все ответит. Поверьте, его время придет. И с него спросит американский суд, американский конгресс и так далее. И думаю, что Трамп свою жизнь закончит, как и Нетаньяху, на электрическом стуле. Ну, скорее всего, того в Гааге повесят, арестуют, а этого на электрический стул посадят. Но думаю, что даже Нетаньяху из Израиля не выпустят. Я думаю, что израильский народ, евреи, за все то горе, которое он им принес, они с него еще спросят. И как он допустил 7 октября, тоже расскажет. Дальше я хочу поставить вам один ролик, он буквально на 53 секунды. Давайте посмотрим, и я вам расскажу, что это за ролик, о чем там речь. Жертвой может оказаться Израиль. Израиль может вот до Израиля все дотягивает. На самом деле, 11 апреля президент Турции Эрдоган, выступая в Стамбуле перед так называемыми политическими партиями Израиля, сделал сильное заявление. Он сказал, что Турция готова начать войну с Израилем. И мы с Израилем поступим так, как мы поступили в Ливии и на Южном Кавказе. Это очень опасное предупреждение, потому что, значит, я напомню, как они воевали. Сами турки никогда
основной массой не воевали. А это только спецназ, предприятий масс. Так вот сейчас в Сирии, на самом деле, они создают 200-тысячную сирийскую армию под эгидой Турции. Они ее перевооружают и так далее. Да? Пока суть некое подковерное пример. Итак, я вам сейчас прочитаю, о чем шумит река. Значит, где-то вот буквально несколько дней назад президент Турции, это вот соседей касается, которые говорят, мы одни воевали, а вы чего хотите, чтобы за вас воевали? Вот я, знаете, мои дорогие друзья, у меня вот нету как бы вот желания сейчас это там искать, ставить, но найду, обязательно поставлю. Видео, конкретное видео, где Эрдоган вручает орден директору турецкой разведки, тот, принимая ее, говорит, что это в том числе за наших шахидов, офицеров разведки турецкой, которые погибли. Не погибли, ну, он говорит погибли, а я буду говорить, что прибили как собак в Арцахе. Принимая, директор турецкой разведки МИД это признал. Итак, прочитаю, что сказал опять Эрдоган, уже невзирая на обиды президента Азербайджана Ильхам Алиева. Что он сказал Эрдоган? Читаю вам слова. Итак, я читаю просто с колес, как говорится. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военные действия против Израиля. Интересно, как будет Азербайджан себя чувствовать, если вдруг Турция нападет на Израиль. На чьей стороне будет? Я знаю, на чьей стороне. На стороне Израиля. Так вот. Значит, Эрдоган пригрозил начать военные действия против Израиля. Так же, как мы вошли в Карабах. Так же, как мы вошли в Ливию. Мы сделаем то же самое с Израилем, заявил президент Турции. Да? И теперь смотрите, что я хочу этим сказать. Почему я поставил этот ролик на 53 секунды. Хотя, несмотря на то, что Эрдоган не говорил слово «мы войдем на Южный Кавказ», но российское телевидение по программе Соловьев, там, как он там его, Соловьев Лайв, Хераев, Соловьев Лай, не знаю, как он там называется. В общем, во втором российском канале, Россия-1, слово предоставили великому армянину, в кавычках, Багдасарову, значит, который говорит, Эрдоган пригрозил Израилю и сказал, что он войдет так же, как в Ливию, как на Южный Кавказ. Им настолько стыдно сказать, потому что многие русские вообще не понимают, Южный Кавказ это вообще что? Это Армения или что? Это или Средняя Азия, это Хельсинки, это Никарагуа. Да, многие не знают, потому что нормальные люди Россию-1 не смотрят, как правило. Вот. Поэтому это ориентировано на них. То есть им стыдно сказать, что они допустили впервые за тысячелетнюю историю Российская империя допустила турецкий сапог на Южный Кавказ. Они сейчас стесняются сказать, что Эрдоган произнес слово Карабах, то есть в Арцах. Да, я подтверждаю, говорю и говорить буду. Да, именно по согласованию непосредственно с Москвой и Азербайджаном по договоренности была спланирована война против нас. С тем, чтобы пробить Сюник. Да, действительно, Турция принимала участие в боевых действиях против нас. Она начала активно воевать против нас на 12-й день войны после телефонного разговора министра обороны Азербайджана и начальника генерального штаба Турции, где один другому сказал, что ты не видишь, какая ситуация на фронте. Они продвинулись на отдельных участках от 500 метров до 2 километров. Это за 12 дней. Если так пойдет, они проиграют. Незамедлительно турецкая армия должна вмешаться. Это был на 12 дней войны, был радиопереход такой. Итак, действительно, да, Турция вошла на территорию
Южного Кавказа и приняла участие в войне против Республики Армения, потеряв при этом 1650 убитыми. Это только убитыми. Самое маленькое количество из всех сил коалиции потерял Пакистан, там 37 человек убитыми. И это тоже был спецназ. Израиль в этой войне не потерял операторов, потому что они занимались поставками, логистикой и так далее и тому подобное. Поставками оружия и воевали против нас. И этот генерал Хаймович об этом постоянно рассказывает, как он помогал это делать. Поэтому, когда Азербайджан говорит, вы на себя понадеетесь, а что вы вечно на кого-то смотрите, послушайте, если бы Украине не помогала бы Европа финансово, оружием, боеприпасами, продуктами питания, социально-экономическим обеспечением населения и много-много-много чем другим, не вела бы санкции. Санкции – это тоже война. Это гибридная война, когда ты перекрываешь, и у тебя противник в ослабленном состоянии, когда его экономика рушится, когда он ограничен в своей торговле, у него возникает экономический кризис в стране, внутриполитический, социально-политический кризис в стране. Это для тебя, конечно, польза, и ты держишься. Но я хочу сказать с полной уверенностью. Если бы не было американской и европейской помощи, максимум бы сколько продержалась сама лично 1 на 1 Украина, может быть, в районе года. Это максимум. Все, и все было бы закончено. Поэтому, когда там Украина поздравляет Азербайджан, которому помогало несколько стран, это Израиль, это Пакистан, арабские террористы, которые понесли большие потери. Если вы помните, да, как пленные на роликах, когда кричали, мы не знали, что здесь такая война, мы не знали, что так, мы не хотим против армян воевать. Есть видео, где они там вай Аллах кричали, там Аллах им ни хрена не помог, многие сдохли. И еще нам соседи говорят, что они 1 на 1 с нами воевали. Война была организована при помощи Турции, России, Белоруссии, ряда других стран Центральной Азии, где проходили обучение турецкие спецназы, офицеры обучались специально русскому языку, устава ОДКБ и понять философию армий современных, да, потому что это среднеазиатская страна тоже интегрирована в ОДКБ. А потом 2 числа сентября 25 года эти офицеры были переброшены в район Нахичеваня, где 5 числа начались учения, в том числе Турция помогала обеспечивать логистику для переброски боевиков. Поэтому маленькая Армения противостояла Пакистану, Турции, арабским террористам, военно-технической помощи Израиля, предательство грузинского правительства, которое перекрыло нам всю границу. У нас есть множество доказательств, фото, видео мы фиксировали. Беспрепятственный проход через территорию Грузии из Турции в Азербайджан, боеприпасов, беспилотников и так далее. В фурах в большом количестве. И это все фиксировалось. Значит, гибридная война Белоруссии, которая занималась сбором развединформации на территории Армении, передавала в Азербайджан. Она принимала, как сказал Лукашенко, мы обсуждали, мы планировали, возможно ли победа, невозможно ли победа и так далее. И вы знаете, что во время так называемого парада висели флаги Турции, Азербайджана, Пакистана, Израиля и Украины. Вот. И все эти страны, которым все помогали, они считают, что они на 1 воевали. Во-первых, мы должны быть честными. Все друг перед другом. Украина не в состоянии воевать без помощи 1 на 1 против России. И Азербайджан готовили воевать против нас 1 на 1, потому что все прекрасно знали, что против Армении 1 на 1 воевать шансов нет. И тому свидетельство телефонный разговор между начальником Генерального штаба и министром обороны Турции. И вот когда в Москве говорят, что на Южный Кавказ он вошел, нет, он зашел конкретно на территорию Арцаха, которые во многих войнах принимало участие, сыны Арцаха принимали участие
в войне на стороне России, в том числе и против Наполеона, и до этого, и до этого, и до этого, во всех войнах абсолютно. Я хочу сказать, что на территории Армении и Арцаха не погибало такое количество русских солдат, сколько армян погибло на территории войн, которые осуществляла Россия в свое время. Вот. Поэтому как бы тут нам больше должны, чем мы в чем-то. Итак, именно при попустительстве и при планировании помощи Кремля произошло и в 2020 году, что произошло, и в 2023, и в 2022, в том числе, и в 2021. Поэтому все, кто думает, что это все по-другому и было совершенно не так, это абсолютно чушь, идиотизм, или просто кто-то хочет верить в какие-то сказки. Да? А я вам хочу сказать следующее. Что, безусловно, Никол Пашинян вообще виноват тем, что он согласился взять эту власть у Сержа. И думаю, что все они знали, к чему все идет. Да, они катализировали войну своими дурацкими идиотскими заявлениями. Не справились с системой управления во время войны. А может быть, и не хотели справляться. Мое личное убеждение, что не хотели. Это мое личное мнение. Не хотели. Но вопрос не в этом. Война была бы все равно вне зависимости от того, кто там был бы. Но предыстория войны началась еще с Роберта Кочаряна, который вывел армян из-за стола переговоров в Карабах, отдал все наши крупные предприятия за долги в Россию, потому что нужно было свои бабки отмывать, допустил расстрел парламента, это я мягко говорю, да? Внесли они с Сержем Саркисяном коррупцию в страну, не занимались реформированием и формированием армии, воспитанием общественно-нравственных устоев, идеологии, пропагандой, внесли коррупцию, создали неправовое государство, несправедливое государство, а у нас до сегодняшнего дня неправовое государство, это сегодня у нас правовой беспредел в стране, я считаю, и много-много-много чего другого. У нас нет грамотного правительства, у нас нет национально ориентированного правительства, как и нет национально ориентированной в большей степени национально ориентированной оппозиции. Вся у нас национальная оппозиция в большинстве из 198 это продажные сволочи, которые обслуживают, как правило, подавляющее большинство обслуживает, одна часть обслуживает Кремль, другая часть обслуживает Европу. Там 2-3 партии, это которые могут представлять армянские силы. Остальное все это либо Запад, либо Кремль. Вот. А нам надо выжечь это каленым железом. В Армении должны остаться только проармянские силы. Вот. И никаких других. А со всеми остальными мы найдем решение, как разговаривать, с кем как разговаривать, кому что сделать, кого обнять, кого подножки дать, кого вообще куда подальше послать и так далее. Это мы все в будущем определимся. А на сегодняшний день у нас вот такая ситуация. Поэтому уже на российском телевидении стесняются сказать, что вошли в Карабах. Вошли в Карабах. Не вошли в Карабах, а вы их туда впустили. Не только впустили, но еще и договорились задолго до 2020 года. Но это тоже мы так никогда не забудем. Это так не может быть. Поэтому вот эти вот даже Багдасаровы боятся там сказать, что в Арцах. Да, вы же допустили. Семен Аркадьевич, что боишься сказать-то? Зарплату не заплатят или что, из сознания потеряют. Скажи, да, мы, Российская Федерация, сделали все, чтобы турки вошли в Арцах и сегодня доминировали. И то, что вы сегодня ведете исключительно про турецкую политику, а рассказывать, что вы ударите по Турции, по какой Турции вы ударите? И как вы ударите по ней? На Черном море, безусловно, военно-морской флот России в десятки раз уступает турецкому флоту. Куда вы там ударите? Вы сами за себя до такой степени допустили отступление по всем позициям, что внутри государства, что во внешнем факторе. Вы самоизолировались, вас зажали, как говорила Мадлен Олбрайт, мы должны сделать все, чтобы русская политика не выходила за рамки ее границ. Но, извините, это сделала не Мадлен Олбрайт, а ваша агентура влияния вместе с вашими туповатыми планировщиками.
Сейчас скажут опять, ты говоришь про Россию. Извините, наши планировщики еще тупее, чем ваши. Чтобы вам было спокойно. Да, наши планировщики еще тупее, чем ваши, еще, возможно, хуже, потому что еще ударили в спину своему же собственному государству. Все на разных этапах. Паритет поставлен, чтобы не было никаких недопониманий. Что касается Ирана. Моя позиция не потому, что я, не знаю, что-то такое там обязан чем-то Иран. Я Ирану ничем не обязан, как и Иран мне ничем не обязан. Но наши позиции, и в 2020 году Иран совершил колоссальные катастрофические ошибки. Но сегодня Иран, возможно, боялся, что он еще не считал себя сильным и не имел такой возможности показать зубы. Но эти времена прошли, сегодня 26-й год, и Иран вполне способен отрыгнуться. Я вам хочу сказать следующее, вот еще что. На днях вернулась группа американских экспертов и компаний, которые находились на территории Армении и занимались проектом ТРИП. Это дорога трипера Трампа. Вот. Венерическая дорога, значит, которую так любят турки, Азербайджан и это правительство. Значит. Итак, это венерическая дорога. Вот что заявили американцы. Они сказали, что очевидно, это чтобы услышали и в Баку, и Никол Пашинян услышал. И когда вам говорят, что эта дорога будет, дорогие армяне, я вам говорю со 100% гарантией. Дороги Трипа не будет. И скажу вам еще больше. И 9-й пункт тоже не будет. И дорога Баку, Мегри, Нахчевань тоже не будет. Я вам когда-то говорил, чтобы не было что-то? Вот я вам говорю, этой дороги не будет. Эти деньги закопаны Турцией и Азербайджаном. И никто ничего нам не сделает. Потому что против кого они пойдут сегодня? Я вам хочу сказать более того. Насколько я знаю от многих европейских дипломатов и некоторых послов, которые говорят, да, мы будем приветствовать мир, но дорогу, соединяющую Турцию с выходом на Центральную Азию, мы никогда не позволим. А Центральная Азия пусть думает. Во-первых, вам дешевле идти через Иран в Армению и на Черное море, или через Иран в Нахчевань, хотите идти туда, идите. Будет работать только этот маршрут. Индия, Иран, Армения, Грузия, и дальше выходы туда. Потом к которым будет подключаться Европа. Захочет Россия, пускай подключается. Никаких вопросов, но исключительно в наших интересах, под нашим контролем. Я вам могу сказать 100%. Дороги Трипа не будет, это заявили американские эксперты. Не будет. 9-го пункта тоже не будет. 9-й пункт ни в чьих интересах, кроме России, Турции и Азербайджана. И еще не знаю, почему Никол Пашинян. Это у Никола Пашиняна надо спросить, чьи интересы он обслуживает. Это к армянским интересам никакого отношения не имеет абсолютно. Понимаете? Ну, просто вот никакого отношения. Давайте я сейчас точно не могу сказать, найду я сейчас или нет, но попробую. Сейчас, секунду. Значит, смотрите. Думаю, что, наверное, я найду, но это потребует буквально секунду времени. Ура, нашел. Вот смотрите. Я вам показываю работу 2014 года. Это копия с оригинала. Называется «Восстановление». Когда вот Никол Пашинян говорит, что это его карты, там он такой великий перекресток мира. Британия, Европа, знак Евросоюза. Значит, называется «Восстановление железных дорог на Южном Кавказе. Оценка потенциального экономического эффекта». Том 2. Слушаем. Карс, Гюмри, Нахчевань, Мегри, Баку. Значит, смотрим карты. Смотрите, это здесь все идет вот здесь. Смотрите, это вот дорога, которую нам с вами рисуют. Уже она была написана в 2014 году, еще есть том 2. Вот эти самые железные дороги, как они должны, бензин и пшеница должна ехать в Армению.
Вот все их эти ребусы, расшифровки. Сейчас я покажу, там еще есть карты. Или нет карт уже больше. Вот это наша территория, по которой они хотят, чтобы все проезжало. 14 год. Значит, узнаете? Усеченно все. Еще раз узнаете? Кстати, такая же петушнявая карта висела на сайте банка, Евразийского банка реконструкции и развития. А я, кому будет интересно, выложу ссылку, вы можете это все почитать сами на этот материал. А, кстати, там же еще был прогноз и касающийся территории России. Так что я думаю, что нашу операцию они начали в 2020 году, а российскую начали в 2022 году ослаблять ее и будут резать, в том числе и Россию тоже. Но это вопрос России, пускай о себе сама думает. Поэтому вот что я хочу сказать, мои дорогие. Касающийся оценки Армении. Не нужно бояться, что не будет газа, что наши товары туда не пойдут. Иногда есть вещи, которые не зло, а благоприятны. Нам нужно строить энергетические взаимоотношения с Ираном. Это, во-первых, дешевле, это надежнее. Мы не зависим транзитом ни от каких стран. Мы не должны ставить энергетику в зависимость от территорий третьих стран. Либо от Грузии, либо от Азербайджана, либо от Турции. Мы должны, потому что как бы с Россией что бы ни шло, мы в зависимости от транзита и от желания России. Россия сегодня так, завтра не так. Сегодня она себя любит, завтра ненавидит, послезавтра предает, четвертый раз еще хрен пойми, что может сделать и с кем еще может договориться. Страна нестабильная, никогда не была стабильной в своей политике. Поэтому, что предлагаю я и что мы будем делать? Мы наладим энергетические контакты с Ираном. Нам с Ираном делить нечего, мы с Ираном не враждуем и никогда не враждовали. Иран против нас войны не планировал. Мы с Ираном должны будем договориться о строительстве нефтеперерабатывающего завода, интегрироваться в энергетику. Это и дешевый газ, и дешевые нефтепродукты. А если мы поставим нефтеперерабатывающий завод совместный, это еще и нефтепродукты, и побочные продукты, это нефтехимия и много чего. Это в том числе будет развиваться нефтехимическая отрасль в Армении. И много-много-много чего. И мы не будем зависеть ни от Турции, ни от Грузии, ни от Азербайджана тем более. И идиотов нету сегодня через Азербайджан вести свою продукцию. Это надо быть сумасшедшим, чтобы туда что-то везти. Мы помним, как во время землетрясения, когда мир отправлял помощь и вагоны шли через Азербайджан, мы помним, что с этим товаром происходило. Мы помним, как огромное количество цемента они залили водой и приехало уже с бетоном. Это народ. Вот, по-другому не бывает у них. Просто не бывает. А уж тем более я смотрю, какие они там сказки рассказывают про нас на украинских каналах или там. Это единственная, кстати, платформа у них, низкопробная украинская платформа, медийная. Это низкопробная платформа. Ангажированные, купленные, продажные барыги эти. С утра до вечера у них другой темы нету. У них тема и смерть Израилю, Великий Азербайджан и конфликт Никол Пашинян и Путин. Им надо поджигать, понимаете, гниды. Поджигать надо. У вас есть своя проблема с русскими. Наш регион оставьте нам. Вы, как христиане, не сумели договориться между собой, не договариваетесь между собой. И хочу сказать украинцам, и вы даже своей страной не правите. Потому что я опять слушаю каждый раз этот понос с украинских медийных платформ. Я просто обалдеваю. У вас, блядь, что там, уродов своих дел нету? Какое вам дело до наших отношений с Азербайджаном? Ну, сосете вы у азербайджанцев, да вы отсасываете, никаких проблем я не вижу. Получаете бабло, получаете. Хотите раком стоять, стойте. Ну, что у вас? Вы обсуждаете свою тему. Вы обсуждаете сумасшедшую коррупцию вашего ТЦК. Хотите, я вам назову, сколько стоит ТЦК поставить на должность в Ужгороде? Как это делается? У вас все ТЦК коррумпировано с ног до головы. Вы как рабы сидите в Украине, молчите.
Ермак, Умарова и так далее, Медичи, Хиредичи, смотрите, там, я еще ни одну украинскую фамилию не назвал. С утра до вечера грабит украинский народ, а украинский солдат проливает кровь. Что вы, вот ваша тема, идите там, обсуждайте. Ваша тема – это ваша война с русскими. Чего вы докопались, хренались до отношений Пашинян с Путиным? Мы, армяне, разберемся со своим Пашиняном, русские со своим Путиным. И мы будем разбираться. Мы разве суем нос в ваши дела? Не суем. Я вот не обсуждал никогда украинскую тему, пока, наоборот, вас поддерживал. Считал, что это война несправедливая против Украины. Вы куда лезете? Вы куда лезете? Это просто еще хорошо в 2020 году уберегли Зеленского от поставки вооружения. Потому что мы европейским послам четко сказали, у нас есть информация, что готовятся поставки в Азербайджан определенных вещей. Если это подтвердится, вот говорю вам публично, если это подтвердится, мы произведем оттуда, откуда это пошло, неважно, предприятие, порт или железная дорога, все, откуда пойдет в Азербайджан, там все будет полыхать. Предупредили, и это было воспринято очень серьезно, и остановили эти поставки. Но если бы, не дай бог, что-то пошло бы, извините, портов бы не оставили. Камень на камень бы не оставили. А вы сегодня, вы говорите о своих убитых женщинах, детях, стариках и так далее, разрушении домов, но каждый раз приветствуете убийство армян во время войны 2020 года, депортацию армян из Карабаха. Я говорю, все, кто это преследует, вот все это приветствует, поздравляет и так далее, мало моих проклятий вам. Армянская кровь, которая проливается сегодня на Украине, воюют за вас, вы этого недостойны, потому что это не касается украинского народа. Это касается вот этим блогерам продажным, так называемым политикам, которые эти тупые сообщения делают, чтобы заходили, заголовки ставить, чтобы люди заходили туда, и YouTube им платил бабло. Мое проклятие для вас мало. Вы недостойны той армянской крови, которая сегодня проливается за Украину. Вот вы лично, ублюдки, недостойны. И я надеюсь, все-таки к власти придут украинцы. К власти украинцы придут. Рано или поздно в Украине. И таких баранов, как вы, блогеров, которые с утра до вечера, не знаю, зачем вам это нужно, каждые тупые заголовки про Армению, и каждый раз вы что-то мою страну там обсуждаете, она такая слабая, она там вооружается, она реваншист и так далее. Я хочу сказать еще раз, обращаюсь к украинским блогерам. Успокойтесь. И не вынуждайте нас принять какие-то ответные шаги. Потому что если мы начнем раскручивать против вас медийное поле и политику внутри европейских стран, а есть страны в Европе, которые зависят от голосов армян, не как украинских голосов. Никак не от украинских голосов. Наше влияние во многих европейских, латиноамериканских и в Соединенных Штатах достаточно, чтобы как только мы запустим машину против Украины, она будет работать как часы, и с этого момента у вас будет одно говно литься. Поэтому мы вас на полном серьезе предупреждаем. Это не касается украинский народ для нас родной. Это касается этих подонков, которые вот это все делают. И в том числе Зеленского, который с утра до вечера поздравляет и приветствовал убийство армян. Но я даже себе не позволял приветствовать убийство украинцев. Каждый раз, когда я вижу убитого ребенка или раненого, у меня сердце кровью обливается, вынос мозга происходит. Да и любого ребенка, и даже азербайджанского и русского, неважно. Вы же приветствовали убийство. И особенно президент Зеленский. Поэтому, если мы начнем приветствовать, то Зеленскому будет очень тяжело находиться не только в Европе, и у себя дома тоже. Я говорю на полностью, прекращайте. Становитесь теми, кем вы должны быть. А перестаньте делать бабло на крови своих собственных солдат. Идите, займитесь внутренней своей поганой коррупцией. Кричали Янукович, но сегодня Янукович столько не грабил, сколько сегодня в Украине. Янукович столько не снилось. Это вор, подонок. Но, извините, вы сегодня Януковича переплюнули.
Поэтому и наша борьба внутри страны с сволочами, с коррупцией, с предателями, все, кто вверг мою страну в такую сегодняшнюю ситуацию, что каждая собака на нас может лаять, я вам говорю, мы создадим сильнейшую армию, интеллекта у нас выше крыши, чем на всем постсоветском пространстве. Нам просто пока не везло с властью. Единственная была власть, при которой у нас был успех и политический, и экономический, и военный, и все остальное. Это было первое, это были 90-е годы. После этого все сдохло. Пришли неучи, неграмотные, подонки, сволочи, полуграмотные. И такой урон, который нанес Роберт Кочарян и Серж Саркисян, а сейчас еще лезут во власть такие, как Самвел Карапетян и ему подобные шавки, эти все Теваняны, Челобяны, там еще кто там, я не знаю, примыкают, где бабки, и Самвел Карапетян, бабки, все. Эти все, которые с утра до вечера, ой, если мы придем к власти, наши батраки будут ехать, в Москве стоять раком, ложить асфальт. Наши люди не должны ехать ни в Москву, ни в Лос-Анджелес, ни в Калифорнию, ни в Европу, ни в какую-либо другую страну, чтобы там стоять раком и как рабы работать. Наши люди должны остаться на своей земле и работать на своей земле. И в этом заключается идея государства. И наш гражданин не должен платить деньги за свое здоровье. Наш гражданин не должен платить за свое высшее образование. Высшее образование и образование ему должно давать государство, а он это образование должен будет отрабатывать там, куда его пошлет государство. А то сегодня все за деньги учатся в университетах, неважно, это во всех странах мира так. Хорошо учишься, плохо учишься, бабки даешь по барабану ректору, преподавателю, профессуре, деканату. Всем все равно, ты бабки заплатил, идешь учишься, получаешь диплом, а оттуда выходишь конченным ослом. Это мы закончим. Мы сделаем высшее образование бесплатным, но по распределению будете учиться, куда пошлет государство на 3 года. А лучших из лучших будем отправлять учиться, получать еще большую высокую квалификацию во все страны мира, выдающиеся институты и так далее. И после этого опять будут отрабатывать. Но, конечно, с гарантированным рабочим местом и с высокой заработной платой. Это будет другая Армения, это будет другая духовная Армения, культура. Это все будет по-другому. Это будут другие вооруженные силы, это будет другая разведка, это будет другая контрразведка, это будет другая полиция, это будет другая власть, это будет другая дипломатия. Это все будет другое. И тогда мы посмотрим, кто в нашем регионе сможет с нами говорить. И еще много чего мы создадим другого, чтобы никто не смел на нас посмотреть в военном плане. Мы можем создать много чего того, что сдержит. И мы это создадим. На этом все, мои дорогие. Я вас обнял. Всего доброго.